Добрый день, с вами снова Анита, и сегодня я покажу, как вязать на перфокарточном бразере. У меня 840 бразер, перфокарточный. Как на нем вязать ажурный узор медвежьи лапки так, чтобы он выглядел достаточно эффектным. Это был задан вопрос, почему по карте, которая выставлено когда-то было в Любодело, получается такой неэффектный рисунок. Это из-за того, что мы вяжем, как обычно, ажур с 2 проходами каретки. Итак, для того, чтобы связать с 1 проходом каретки, мы поступаем следующим образом. У меня карта пробита. Сразу я имею здесь 2 раппорта. Узор состоит из 2 частей. То есть первый раппорт у меня идет до 32 ряда. Следующий раппорт у меня идет до 64 ряда. То есть 2 раза длиннее карта получается. Можно это делать на 2 отдельных картах. Итак, сама система такая, что я вяжу первый мотив. 4 раза я буду повторять вот этот первый мотив, то есть до 32 ряда. Потом я перейду ко второму мотиву и тоже буду его повторять 4 раза. Итак, для того, чтобы начать ажур, основная каретка справа, ажурная каретка у нас слева. Все кнопки на каретке отпущены. Итак, я провязала подготовительные ряды. Итак, ставим карту на первый ряд на стоп и провязываем 1 ряд ажурной кареткой. Иглы выдвинулись, и мы запускаем карту. На карте есть отметки, где надо делать, чтобы поближе было видно. Вот отметочка, где надо будет работать основной кареткой. Основной кареткой будет немножко изменения. Итак, вяжем до отметки. Это будет 8 рядов. 1 связали, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Каретка перенесла у нас петли. Далее вяжем 1 ряд справа налево основной кареткой с нитью. С нитью провязали. И далее нажимаем сразу обе кнопки парт и ведем каретку обратно. У нас здесь есть нить. У кого на 2 фантурах машины, можно ее зацепить за переднюю фантуру или отвести в сторону, или вынуть. Но я предпочитаю не вынимать, просто рукой придерживаю. И вяжем второй элемент. То есть вторые дырочки, второй ярус. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Итак, у нас на основной каретке нажаты обе кнопки парт. И теперь мы свободно едем обратно на сторону, где у нас находится нить. Вот здесь. Отпускаем кнопки парт и провязываем 1 ряд. Так, теперь делаем 3-й проход наш. Опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На сей раз на основной каретке кнопки мы не трогаем, провязываем 1 ряд, нажимаем парт, ведем каретку обратно.
И теперь уже 4-й проход. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть мы связали первые вот эти крылышки. Идут крылышки здесь такие как бы. На основной каретке у нас остаются нажаты обе кнопки парты. Мы пришли обратно там, где нам надо вязать нить. И вяжем один ряд. То есть отпускаем кнопки и вяжем один ряд. Далее мы связали первое крылышко. И теперь мы возвращаем карту обратно на стартовую позицию. То есть я делаю на 60-й ряд. То есть обратно можно вернуть на первый ряд, сделать стоп и начинать работать ажурной кареткой. В то же время можно вернуть на один ряд выше и тоже начинать работать ажурной кареткой. Смотрите, он перещелкнется сразу и будет читать первый ряд. Итак, поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отработали этой кареткой нить у нас со стороны каретки и вяжем один ряд. Провязали один ряд, нажали обе кнопки парт, нажали кнопки парт и едем обратно. Второй проход. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И таким образом мы продолжаем вязать. Едем обратно сюда, отпускаем кнопки и провязываем ряд. Таким образом мы продолжаем вязать. Когда отвязаны у нас 3 элемента по первой карте, то мы вставляем и таким же образом отвязываем остальные 3 или 4 элемента с другой картой. Итак, здесь у меня отвязанные образцы по перфокарте. Это лен с вискозой. Получается рисунок более мелкий, чем на электронной машине. Потому что здесь у нас ограниченный раппорт. Вот, у нас ограниченный раппорт. И мы должны учитывать, что это все у нас получается более мелкое. Это отвязан образец из мериноса в 3 сложения. Плотность на мериносе 7. И на лен плотность 8 или 2 точки. То есть рисунок имеет место быть. Он очень близок к ручному вязанию и узору. Я надеюсь, что помогло вам сегодня видео. Как сделать карту, кому нужно будет. Под видео будет ссылка, где получить файл для распечатки карты. А также можете использовать для этого рисунка образец карты, который был опубликован в журнале «Любо дело». Давний номер. Здесь выкладывалось на Фейсбуке в группе. Я показывала в основном, как вязать с одним рядом на перфокарточной машине. Конечно, можно сделать и перфокарту так, чтобы вязать с подключенной к ремню основной кареткой. Если кому будет это интересно, прошу вас в комментариях сказать. Там немного сложнее, скажем так, движение каретки.
Как уже говорилось в постах на Фейсбуке, можно делать карту с одним вот проходом, вот не проходом, а то есть по одному вот этому. Один элемент — это вот этот один элемент. Можно поставить все элементы на одну карту длинную. Длина одного элемента 32 ряда. Так что задавайте, пожалуйста, вопросы, с удовольствием на все отвечу. На этом сегодня. Пока-пока.